eFootball на самом деле крайне противоречивая игра. И насколько же противоречива она сама, настолько же противоречивы и слухи, которые витают вокруг нее. К примеру, взять ту же самую 24-ю часть, информации по которой 0, но слухов нее вокруг очень много. Ренан Гальвани заявляет, что те, кто особо ничего не ждет от игры, могут удивиться, но те, у кого завышенные ожидания, могут наоборот расстроиться. То есть это к разговору о том, что не стоит завышать свои ожидания. Но спустя какое-то время тот же Гальвани расскажет нам, что воспринимайте это, конечно, как слух, но вполне вероятно, что уже eFootball 2024 обзаведется пятой версией движка Unreal Engine. А я напомню, что сейчас игра работает на 4-й версии по совместительству с Fox Engine. И вот такое вот противоречие на противоречие. Как бы то ни было, сегодня и предлагаю это обсудить. Что ожидать от eFootball 2024 на движке Unreal Engine 5, насколько это вероятно, и в целом какие плюсы и минусы от всего этого перехода. Как и всегда, ваше мнение жду в комментариях под этим роликом. Не забывайте поддерживать видео лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Ну а мы начинаем. Как отметил сам Гальвани, это не более чем слух, то есть 50-50, это может как произойти, а может и не произойти, и зная Konami, в принципе так оно и есть, ведь именно эти разработчики за день до релиза могут полностью изменить свои планы, и никого не волнует, что было обещано и как долго придется этого ждать в будущем. Но касаемо перехода на 5-й Unreal, это решение напрашивается уже давным-давно, потому что весь свой жизненный цикл eFootball функционирует на 4-й версии движка Unreal Engine. Используя множество ассетов и отчасти также работая на Fox Engine, из-за чего игра постоянно и лагает, что на консолях нового поколения, что на консолях старого поколения. Если на PlayStation 5 с Xbox Series X игра еще работает плюс-минус неплохо, то вот на консолях предыдущего поколения и на ПК все крайне и крайне печально. И учитывая, что последние полгода Konami как-то особо не работают в направлении того, чтобы хоть как-то оптимизировать игру на платформах, где эта игра выглядит просто ужасно, есть подозрение, что они все-таки и вправду задумываются о смене движка. Ну как сказать смене, просто перевести игру с 4-й версии на 5-ю. По словам игроков, которые так или иначе, но знакомы с работой движков, они в принципе говорят о том, что переезд вполне может поспособствовать тому, что проблемы с оптимизацией могут решиться. Если для того, чтобы исправить проблемы оптимизации, Konami потребуется перевести игру с 4-й версии на 5-ю, то пускай, пожалуйста, флаг им в руки, мы будем только за. Соответственно, с переездом на 5-й Unreal также появляется надежда на то, что обновится графика. И так-то оно так, но тот же Гальвани в том же самом слухе заявляет, что если даже игра и переедет на 5-й Unreal, то все те новшества и все те плюсы 5-й версии движка поначалу не будут доступны в eFootball 2024. То есть не то, что не будут доступны, а просто Konami не будут делать на них акцент, не будут их использовать в своей игре. То есть движок это будет позволять использовать, но Konami будут пока что воздерживаться, грубо говоря. А поэтому какой-то революционный или эволюционный бум в плане графики ожидать не стоит. Также возникает вопрос касаемо редактирования самой игры, ведь за последнее время для 23-й части вышла пара-тройка модификаций, которые добавляют в игру реальные логотипы, формы, то есть всячески лицензируют игру, несмотря на то, что как такового режима редактирования в самой игре все еще нет. Но я думаю, даже если игра и переедет на рельсы Unreal Engine 5, в этом отношении не сильно что-то изменится, потому что редактор движка по сути один и тот же, ассеты используются одни и те же, и по сути в глобальном смысле что-то измениться также не должно. Но хотелось бы верить всем тем слухам, которые витают вокруг 24-й части, и пользоваться редактором движка не придется, а мы просто сможем редактировать игру непосредственно внутри игры, через режим редактирования, который, по слухам, как мы это неоднократно обсуждали, таки должен появиться в eFootball 2024. Ну и подытоживая наш разговор о потенциальном переезде eFootball на Unreal Engine 5, какие плюсы и минусы в целом мы можем выделить? Да в целом плюсов намного больше, нежели минусов, потому что из минусов можно отметить неопределенность касаемо будущих модификаций и неиспользование разработчиками всех преимуществ 5-й версии Unreal Engine. Но по сути все эти минусы, они легко устраняемы. И тот же минус касаемо модификаций не сказать, что прям сильно существенен, а все эти возможности, которые предоставляет Unreal Engine 5, Konami рано или поздно ими, но все-таки воспользуется.
воспользуются. Сейчас первостепенной задачей для разработчиков, как мне кажется, является вопрос оптимизации, потому что я не устану это повторять, на консолях предыдущего поколения игра выглядит просто ужасно, и даже на консолях нынешнего поколения, как показывает практика, игра также иногда умудряется вылетать просто на ровном месте. И поэтому мне хочется верить, что с переходом на пятую версию Unreal Engine в этом плане разработчики проведут работу над ошибками. Хотя о чем это я говорю? Konami и работа над ошибками. Их легче по носу щелкнуть, нежели они начнут что-то толком исправлять. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? Обязательно делитесь своим мнением в комментариях, что вы ждете от eFootball на Unreal Engine 5. Не забывайте поддерживать видео своими лайками, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Ну и про наши соцсети также не забывайте. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч.